Всем привет! Для самоделки, которую я сегодня сделаю, мне понадобится небольшой кусок фанеры. Можно старый, не нужный. В том-то и вся прелесть. Из этого куска я отпиливаю 10 сантиметров. Этого вполне достаточно. Далее получившуюся заготовку я торцую и делаю из нее деталь размером в 40 сантиметров. Следующие детали я буду делать из бруса 50 на 40. От него я отрезаю два отрезка всего по 8 сантиметров. Но это еще не все. От этого же бруса мне нужно будет еще два 10-сантиметровых заготовка. На последующих двух я делаю нехитрые метки, чтобы завалить угол с помощью шлифовки. Позже вы поймете, для чего это. Примерно так это должно выглядеть. Далее нужно склеить заготовки именно таким образом, как я это показываю в видео. Как только все склеилось, ровно посередине получившейся детали мне нужно сделать отверстие на 14 мм. Делаю я это перьевым сверлом. Но отверстие одной детали мне нужно продолговатое, поэтому дорабатываю его уже обычным по металлу. Теперь там, где отверстие стандартное, необходимо где-то на треть утопить гайку. Для этого я поработаю стамеской и посажу ее на суперклей с опилками. Держится так отлично, уже многократно испытывал. А пока опилочный клей схватывается, я хочу сказать, что моя дачная тематика будет иметь продолжение. Несмотря на то, что год не было по ней роликов, работы и съемки там идут. Новый сезон начался, и сейчас время закупать стройматериалы. Хочу дать пару советов по кровле. Многие думают о металлочерепице, но есть не менее практичный, а еще и более беспроблемный в монтаже и эксплуатации материал – черепица андулин. Сравниваем. Черепицу андулин можно привезти на собственном легковом авто, а для перевозки металлочерепицы потребуется спецтранспорт. Это дополнительные расходы. Для монтажа черепицы андулин нужны только ножовка по дереву, молоток и нож. Если строго следовать подробной инструкции на сайте компании, напортачить практически невозможно. Справится даже новичок. Если не хочется возиться с монтажом самому, работу можно спокойно доверить и бригаде мастеров. Кровельщики любят и умеют работать с черепицей андулин. При правильном монтаже по инструкции производитель дает 20 лет гарантии защиты от протечек. В составе черепицы андулин нет металла, поэтому она не ржавеет, в отличие от металла черепицы, у которой всегда есть риск коррозии. Под черепицей андулин, в отличие от металлической кровли, практически не скапливается конденсат. Черепица андулин – одна из самых комфортных и тихих кровель. Во время дождя в доме слышен лишь легкий шорох. Металлочерепица очень шумная. При малейшем ударе гремит как барабан. В жару черепица андулин практически не нагревается. В доме будет комфортно. А металлочерепица раскаляется и дома будет жарко, как в бане. А еще черепица андулин выпускается в самых востребованных оттенках – красном, коричневом, сером, зеленом. Выглядит благородно и сочетается практически с любым дизайном фасада. Подробнее о черепице андулин на сайте производителя. А на YouTube-канале компании много видео с советами и лайфхаками. Ссылки в описании. Следующим шагом я креплю те самые 8-сантиметровые бруски, но уже не вдоль торца, а поперек.
Теперь полученную конструкцию соединяю со второй на петли. Эта часть немаловажная, и в ней я делаю барашковый винт. Но тут я комментировать ничего не буду, так как подробный ролик про это я уже снимал. Для тех, кто не видел, ссылку на него оставлю в описании. Вот на этом моменте, в общем-то, все сделано. Осталось собрать воедино и показать, как это работает. Первым делом креплю конструкции к верстаку. И закручиваю барашковый винт. Как многие догадались, это стуловые тиски. Можно зажимать заготовки и работать с ними. А если таких тисков 2, то можно легко фиксировать, например, доску и строгать ее. В целом, такие самодельные тиски показали себя хорошо. Единственное, что я бы еще добавил жесткости и наклеил кожу, но у меня ее нет, поэтому пока так. Если у вас есть дополнения, пишите в комментариях. Ну и, конечно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Всем добра и всем пока.